Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про утепление фасада дома и какие ошибки часто допускают люди при монтаже. Первая ошибка – это не использовать обрешетку под утеплитель. Многие люди крепят утеплитель прямо к стене, без установки обрешетки. Впоследствии приходится подвесами протыкать утеплитель и гидроизоляцию, что нарушает герметичность и уменьшает срок службы утеплителя. Также это нужно для того, чтобы утеплитель стоял плотно, немного в распор, чтобы не было никаких щелей и мостиков холодно, и для того, чтобы утеплитель не сползал вниз. Второе – это не использовать гидроизоляцию и пароизоляцию. Все мы знаем, что вода проводит тепло, и при попадании влаги в утеплитель он теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому нужно защитить утеплитель пароизоляцией изнутри дома и гидроизоляцией снаружи дома. Третье – это неправильный подсчет утеплителя. Тут, конечно, четкого ответа нет, сколько утеплителя нужно. Все зависит от вашего региона и от ваших стен. И, конечно же, от самих задач. Вы утепляете дом для того, чтобы сэкономить на отоплении. В Иркутской области обычно утепляют дома в 10 мм. Четвертая ошибка – это утеплять дом изнутри. При таком утеплении стены вашего дома все равно будут промерзать, что сыграет на сроки службы вашего фасада, а конденсат у вас будет скапливаться между стеной и утеплителем. Это приведет к появлению грибков и плесени, а древесина начнет гнить. Жить в таком доме опасно для здоровья человека. Пятая ошибка – это делать все самому. Если вы никогда ранее не утепляли фасад, то решение сэкономить на строителях приведет не только к сэкономленному бюджету, но и к загубленному фасаду. Поэтому даже если вы все-таки решили делать утепление самостоятельно, то хотя бы проконсультируйтесь с несколькими специалистами, изучите информацию в интернете или в наших видео. Кстати, у нас много видео про утепление фасада и другие монтажные работы, поэтому подписывайтесь на наш канал, будет много интересных видео. Шестая ошибка – это неправильный подбор плотности утеплителя. От плотности утеплителя зависит его применение. Более плотный утеплитель можно использовать на вертикальные поверхности, а менее плотный на горизонтальные и небольшие скаты. На фасад мы рекомендуем использовать утеплитель 50-75 плотности и выше, на кровлю 30 и выше. Седьмая ошибка – это неправильное использование утеплителя. Каждый вид утеплителя имеет свое применение. К примеру, базальтовый утеплитель отлично подходит для фасадов и кровель, а экструдированный пенополистирол подходит для цоколя и фундамента. В целом, видео не про это, у нас есть отдельный ролик про применение утеплителя. Часто еще видел, как утеплитель небрежно укладывают на фасад. Утеплитель должен стоять плотно друг к другу, нигде не должен быть пережатым, не должно быть пустых мест. Места стыков не должны иметь щелей. Девятая ошибка – это экономить на всем. Вы инвестируете деньги в утепление дома, чтобы в последующем экономить на отоплении. Поэтому не переборщите с экономией. Возьмите нормальный утеплитель, чтобы потом не кусать локти и не говорить, что толку от вашего утепления нет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы очень рады, что вы смотрите наши видео и подписываетесь на наш канал. Это мотивирует нас записывать новые ролики. Нас вместе с вами уже более сотни. До новых встреч!